Всем привет! Вы на канале CG Corner, меня зовут Андрей, а мы возвращаемся к нашему Исландскому каньону, и это часть про работу в Гае. Как я уже упоминал в первом видео, для начала необходимо экспортировать нашу модель-основу, с которой мы будем создавать каньон. И это можно сделать через OBJ файл, теперь такая возможность есть внутри Гая. Поэтому после того, как мы выгрузили OBJ из Blender, мы переходим в Gaia и выбираем опцию Import OBJ to Hide Field. Выбираем наш объект, и открывается отдельный редактор. Появляется наша модель основа. С нее будет сниматься проекция сверху на плоскость. Если она маленькая, нужно ее немного отредактировать, чтобы она заполняла всю плоскость. Как я уже говорил ранее, Gaia — это редактор для работы с картами высот. Так что то, что мы не видим при взгляде сверху, например, небольшие впадины или какие-то пещеры в ландшафте, этого отображаться на карте высоты не будет, так как это вертикальная проекция. И это важно учитывать, так как при таком подходе невозможно получить сложные формы и нависающие формы в ландшафте. Когда ландшафт устраивает по размеру и повороту, мы нажимаем Capture для создания проекции, а затем возвращаемся в Gaia и импортируем полученный файл. Обратите внимание, что все отвесные части ландшафта преобразуются в плоскости, но это не проблема, так как мы все равно будем дорабатывать модель. Если ландшафт получился слишком рифленым, то можно использовать ноду Heal для его сглаживания. Но в этом случае ландшафт выглядит гораздо интереснее. Почему? Я добавил фильтр дисплейсмента на ноду с импортированием ландшафта. Практически каждая нода в Gaia имеет дополнительные фильтры внутри, которые позволяют скорректировать ее. Например, Rise увеличивает интенсивность карты. Или Displacement, как в этом случае, добавляет шума и делает внешний вид карты гораздо интереснее. Также избавляет от таких вот плоских частей. Подробно останавливаться на каждой ноде в Gaia не буду, мне кажется, уроков в интернете достаточно много по этому поводу. В целом можно смотреть и старые уроки по Gaia, то есть там годичной давности, принципы работы именно самих нод, они там не сильно меняются, там в основном изменение интерфейса, может какие-то внешние штуки или добавление дополнительных нод, но основные вещи, они как бы остались такими же, поэтому можно смотреть уроки. В Gaia огромное количество различных нод, но в целом их можно поделить на несколько категорий. Первая категория — примитивы, то есть то, что создает изначальную форму, в которую входят такие группы нод, как примитивы и геопримитивы. Вторая категория — это корректирующие ноды, такие группы, как warps и adjustment. Третья категория — это фильтры, это такие группы нод, как Profile и Filters. Они помогают еще сильнее изменить изначально ландшафт, также может его сгладить или добавить шума. Дальше идут одни из самых популярных нод, это ноды эрозии, в которые входят Erosion и LookDev. Эти ноды позволяют симулировать такие природные эффекты, как эрозия, термальная эрозия и так далее. Дальше можно выделить ноды, которые работают с водными структурами, такие как Snow и Water. Следующая группа нод напрямую не влияет на нашу уже карту высоты, но помогает с дальнейшей ее обработкой, как текстурирование или вывод дополнительных масок на другие 3D-пакеты, где эту карту высоты вы будете использовать. Эти ноды входят в группу нод Data. Дальше идут ноды, которые работают с цветом, собственно, Color. Потом идут ноды, которые участвуют в выводе финального изображения, Render и Output. И последняя группа утилитарных нод, которые помогают уже организовывать саму структуру вашего дерева нодов и их визуальное отображение. Напрямую на сам ландшафт они не влияют. Эти группы нод не просто так выстроены таким образом. В процессе создания ландшафта, как правило, они идут именно в таком порядке. То есть сначала создаются примитивы, они потом редактируются, накладываются фильтры и эрозия, потом добавляется вода, если нужно,
Выводятся маски для текстурирования, накладывается текстура и выводится на рендер. Понятное дело, что все ноды использовать не обязательно. Как я уже говорил в прошлом видео, если вдруг не смотрели, то советую сперва его посмотреть, ссылка будет в описании и в подсказке. Я использовал болванку из блендера и предустановленную ноду для генерации каньона. Таких предустановленных нод в Gaia много, и все это обходить потянет на отдельное многочасовое видео. Этим мне Gaia нравится, что здесь реально много готовых решений, которые просто ставишь, и у тебя появляется сразу интересный ландшафт. Но они процедурные, и получить конкретную нужную форму, конечно же, сложновато. Для этого нужно сперва создать базовую форму, от которой отталкиваться. Также базовый ландшафт можно нарисовать внутри самой Gaia, но мне не очень нравится эта функция, особенно если ты хочешь нарисовать ландшафт в несколько уровней, то там это делать не очень-то удобно. Также для стартовых форм часто используют геопримитивы, которые быстро позволяют создать интересный ландшафт по определенным параметрам. Badlands, например, ставлю их, и хоп, уже какая-то непонятная штука вышла. Или, например, Hill, то есть небольшой холм. Сразу интересный холмик. В принципе, хоть сейчас текстуры вставь в сцену. Есть эрозия и детали. И вот таких отдельных примитивов есть много. Все это работает прекрасно. В нашем случае я использовал ноду Canyon для получения готовой базовой формы, которую можно, если надо, увеличить scale, можно сделать его пошире, поуже, более плоским, более рельефным, детализированным и так далее. В итоге в 5 кликов получаем прикольный каньончик. Конечно же, есть и стандартные шумы для генерации, как и в других программах. Еще одной примечательной особенностью Gaia является такая штука, как LookDev ноды. То есть у нас есть обычный каньон, но мы на него накидываем, например, какой-нибудь шаттер, и уже он стал более похож на подверженные эрозии сверху. И эти ноды достаточно разнообразные. Применяем, и наш стартовый шейп можно значительно изменить или получить совсем другой вид ландшафта. Все эти вещи, конечно, можно применять по маскам или различным параметрам для более управляемого эффекта. Если глянуть на всю эту вереницу нод в проекте, то можно немножко испугаться вначале, но на самом деле тут можно удалить часть нод и получить плюс-минус такой же результат. Просто в процессе работы не всегда знаю, что конкретно хочу получить под конец, и так скажем, играюсь с нодами. Закидываю разные их комбинации, смотрю на результат, что-то оставляю, что-то удаляю. Это в принципе, проблема работы с процедурными ландшафтами, когда ты не всегда знаешь, что у тебя в итоге получится, и в процессе нагромождаешь избыточное количество нод. Замечал такое и у других ребят на ютубе. Если хотите посмотреть ландшафты, где используется минимально необходимое количество нод, то советую просмотреть все предустановленные файлы, которые можно вызвать при загрузке Gaia, так сказать, тестовые сцены. Там реально все четко сделано, потому что делали создатели, очевидно. Пройдемся по нодам дальше. Я добавил один из LookDev нод, Apex, он подсглаживает некоторые части. Я также добавил новый примитив, гору. Ее использовал для того, чтобы уменьшить высоту изначального каньона в определенном месте. Поэтому я вычел эту гору из нашего каньона с помощью ноды Combine. Потом я накинул Thermal эрозию, то есть симуляцию влияния тепловых эффектов на ландшафт, таких как осыпание или высыхание песка. Эрозия практически всегда необходимо использовать в том или другом виде, потому что она добавляет тот самый реалистичный вид ландшафту, который выглядит как будто был под воздействием каких-то природных эффектов, воды или песка, или ветра и так далее. Потом еще один LookDev добавил, который добавляет эффект ступенчатости ландшафта. Далее стоит нода FX. По сути, это нода с отдельными эффектами, которые есть внутри самих нод. Я ее выделил отдельно, так как хотел иметь возможность быстро отключить этот эффект нажатием кнопки B, он же bypass. Таким случаем нода не просчитывается, и в этой FX ноде я добавил фильтр Shape, и это изменяет плавность перехода от отвесных частей до плоских. Потом добавил ноду Snowfall. На самом деле интересная нода, и ее часто используют, как бы это странно ни звучало, не для снега.
Да, она сделана для того, чтобы делать снежный покров, но ее можно использовать для сглаживания ландшафта и получать маски, которые будут проходить по всяким желобкам на ландшафте, то есть симуляции движения всяких грязевых потоков. Я ноду добавил, чтобы немного сгладить ландшафт. И далее накинул еще один LGDEV Shutter. А для того, чтобы эрозию сделать только сверху, я добавил маску по высоте и смешал ее с текущим ландшафтом. Потом я смешал с нашим изначальным ландшафтом, который делал из блендеровской болванки. Есть такая проблема в Gaia, небольшая, ну как небольшая, нормальная такая. Это то, что иногда, когда у вас подгружен кэш в процессе работы, потом вы что-нибудь меняете, и вот этот кэш, он как бы не обновляется. Так что советую в Gaia часто сохраняться, потому что ошибки нередкие, бывают и критические, поэтому, чтобы не терять прогресс работы, сохраняйтесь, собственно, как и в любой другой программе. Тут я добавил террасы. Террасы тоже популярная нода, одна из самых популярных в целом. В Gaia их несколько штук, в данном случае я использовал фрактальные террасы. Террасы чаще всего характерны для пустынных ландшафтов, но в целом ее используют и для придания детализации на ответственных частях любым другим ландшафтам, которые потом можно с эрозией комбинировать и получать такие интересные волны и более реалистичный ландшафт. Потом я сделал ноду горы отдельно и поместил их вместе. Вот эту гору я совместил с нашим ландшафтом и сгладил переход. Потом я еще добавил гору только уже в другом месте, где-то вот здесь. И добавил пару LookDev нод. Это Fold и Stacks. Делают такие интересные складки и а-ля пустынный тип ландшафта с террасы. Потом добавил еще одну гору и закинул в этот угол, так как на рендере этот кусок выглядел пустоватым. Дальше идет очень важная и популярная нода, ее очень часто используют, это Aperture. Как она работает? Если смотреть сверху, то она как бы размывает наш ландшафт по типу того, как происходит боке-эффект на фотографии. В ней также выбирается форма этого размытия и интенсивность. Часто ее используют для того, чтобы убрать эти вот тонкие однопиксельные палки, торчащие и сильно острые углы у ландшафта. А можно наоборот, сплющить как бы ландшафт и сделать более рубленным и острым, что тоже актуально для всяких скальных биомов. Так что нода прям супер крутая, советую ее пользовать и разобраться. Дальше у меня был Wizard. Wizard это по сути несколько пресетов эрозии, собранные в одной ноде, более простой, с меньшим количеством настроек. Эрозия это когда под воздействием воды у гор появляются такие вот желобки, скаты и склоны размываются и оседают. Это естественные процессы, характерные для любых гор, поэтому их необходимо использовать. Но, как и в любом деле, главное не перебарщивать и комбинировать разные виды эрозийных эффектов. Где-то песок осыпался, где-то водой размыло, где-то ветром надуло и так далее. Дальше эти два вида ландшафта я соединил вместе по маске высоты. Еще один момент, который часто используется в ландшафтах, это добавление всяких камушков. Но камушки, которые не лежат равномерно по всему ландшафту, а по какой-то логике. Для создания эффекта, что камни у нас осыпались, закатились во всякие углубления и остались там лежать, я взял ноду окклюзии. Она работает по тому же принципу, что и во всех других 3D-пакетах, то есть выделяет места, в которых близко друг к другу находится скопление геометрии. Также ее соединил с нодой высоты и потом уже соединил с нодой камней, который я предварительно усилил через фильтр Equalize с низкой интенсивностью. И дальше я ее добавил к нашему ландшафту с маской, которую до этого сделал. Таким образом, ландшафт стал более интересным и неоднородным. Таким же способом я добавил еще один тип камней и разломов. Есть текстура Rocky, которая генерирует такой интересный паттерн. Подходит на самом деле для генерации текстур камней или поверхности утесов. Я добавил к нашему ландшафту, вроде не сильно видно, но небольшие изменения добавляются на самом деле. Особенно будет видно при большем разрешении ландшафта. Потом я сделал еще одну ноду с камнями, немного их подвигал. Эту технику я подсмотрел в интернете у одного художника, ссылочка будет в подсказках. Добавил на эти камни линейный шум
повторил еще раз, только уже под другим направлением. И через Aperture эти камни стали более заметными и толстыми, скажем так. Потом деформировал их через Swirl и добавил их к изначальному ландшафту. Получил такие вот камни. Сейчас они сильно интенсивные, поэтому я накинул еще несколько нод для модификации. Нодой Snowfall я их сгладил и добавил к изначальному ландшафту через маску высоты. Перед этим на наш ландшафт накинул еще несколько LookDev нод. Это Outcorp для таких тоже рандомных камней и болей. Так как эта нода очень интенсивная, я ее смешал через фильтр Max, то есть она проявляется только там, где значение высоты больше изначального ландшафта, на который она накладывается. Что-то похожее на тип смешивания Lighten в Photoshop и эрозию по маске. Полученный террейн я по маске высоты соединил с камнями, которые делал отдельно. Это все может показаться сложным, но на самом деле в процессе работы смотришь на ландшафт и думаешь, вот эта часть недостаточно детализированная или сильно искажена, можно сюда что-нибудь добавить. Так и получается. Нода Rivers симулирует реки, как можно догадаться. Ее также можно использовать как маску при текстурировании впоследствии. И последняя нода, частенько у меня идет нода Surface, которая как бы усиливает мелкие изменения в ландшафте, придавая ему более такой четкий вид. Дальше стоит нода FX. Это просто техническая нода, которая сама по себе ничего не делает в данном случае. Тут я ее использую вместо портала, на случай, если я захочу добавить еще какую-то ноду после Surface, чтобы мне не пришлось тянуть все вот эти нитки текстуринга, к которому мы, собственно, и переходим. Для начала я вывел на экспорт отдельные технические маски, такие как Flow, потоки воды, Soil, то есть маска песчаных частей, Normal Map и Slope. Это карта отвесных или плоских частей для дальнейшего текстуринга. Сам процесс текстуринга в Gaia происходит примерно следующим образом. У нас есть какая-нибудь гора, к которой мы добавляем ноду Texture. Она представляет из себя что-то типа смеси Cavity и Ambient Occlusion, то есть реагирует на различные торчащие элементы и впадины на ландшафте, и формирует из них черно-белую маску, на которую вешается нода SatMap, и она уже окрашивает определенным градиентом эту ноду Texture. В данном случае темные места будут брать цвет из левой части градиента, светлые из правой части. Можно ноду Texture и не вешать, а напрямую накинуть SatMap. Тогда цвета будут распределяться по высоте, что тоже можно использовать, особенно когда нужно сделать какой-то слоеный вид гор. У SatMap есть несколько категорий цветовых градиентов, например, горы или трава, но на самом деле прям сильно упарываться в эти цвета не стоит и смотреть на точность этого цвета тоже не стоит, так как после экспорта текстур и загрузки их в 3D пакете с другим видом шейдера, другим освещением, этот цвет будет выглядеть иначе, как правило, более блекло и менее насыщенно. По такому принципу делается базовая текстура. В моем случае по ноде Texture я накинул несколько цветов для скальных пород, цвет для травы и смешал их вместе через ноду Slope. Конечно, желательно ориентироваться на какой-нибудь референс и пытаться его перенести на карту цвета, но если вы не делаете гору для дальнего плана, которая используется, как правило, как есть из Gaia, то сильно заморачиваться, как я уже сказал раньше, с этими цветами не стоит, потому что для ближнего плана вы будете эти текстуры переделывать уже внутри программы, в которой будете рендерить. Так как даже если вы сделаете 16К, то есть там 16 тысяч текстуру, для ближнего плана этого будет не хватать, и она будет мыльная, поэтому нужно внутри 3D пакета переделывать материал и накидывать тайлинговые текстуры поверх. Эту текстуру можно, да, в принципе и нужно использовать, но не в прямом виде. Это я покажу уже в следующем видео про Blender. Кажется, будто у меня тут много всего, опять же, но на самом деле это уже стандартный подход, который я быстро делаю и не сильно теряю время на этом этапе. В данном случае я немного усложнил текстуру, добавив дополнительные цвета по маске, которую получил из ноды Snowfall.
После я создал шум на основе ноды Rocky и накинутой setmap. Эту дополнительную текстуру я закинул по маске окклюзии поверх ландшафта, тем самым еще сильнее затемнил места впадин. Следующим слоем было добавление цвета для рек. Я достал маску из ноды River. И по ней добавил голубовато-белый такой градиент через ноду Looter. Далее по еще одной маске Slope, который у меня подсвечивает наиболее отвесные части, я добавил дополнительный цвет для скал. Его я получил с помощью маски высоты с накинутым дисплейсментом для неравномерности. На эту маску я поставил setmap яркий и получил такой контрастный цвет, который смешал с основным по Slope маске. В конце я добавил еще одну текстуру, которую получил с помощью ноды окклюзии плюс texture. Хотелось сделать текстуру чуть более контрастной. Вот финальная текстура. Она, возможно, отличается слегка от той, которую я использовал в ролике, но суть, думаю, понятна. И уже готовую текстуру я выгружаю как карту цвета, для чего используется функция экспорта. Для этого мы выбираем любую ноду и нажимаем F3. Появляется желтый кружок у ноды, и она появляется в стаке экспорта в закладке Build, в которой, конечно, желательно все нормально называть, чего я не сделал. В данном случае я вывел на экспорт две последние ноды по цвету, так как не был уверен, который будет лучше выглядеть. Ноду Layers для того, чтобы была маска высоты, а также карта Direction. Это интересная карта, которую можно использовать для создания анимации движения по вашим речкам. Например, смещение просто noise текстуры в блендере, и будет такой легкий эффект прямо в материале. Поэтому обращайте внимание, какие выходные данные может предоставить нода, которую вы собираетесь экспортировать. Там может быть что-нибудь интересное для дальнейшей работы. Потом я экспортировал Surface как финальную нашу карту высоты, которая будет выдавливаться в блендере. И пару технических карт Flow, Soil, Normal Map. Flow и Soil удобно в текстуринге использовать. Конкретно в этом примере я их не сильно там использовал, но на некоторых работах они приходились очень кстати. Обычно я их исхожу из принципа, лучше накинуть нод с запасом для экспорта, и они не пригодятся, чем потом, когда поймешь, что чего-то не хватает, нужно будет заново прогонять экспорт в GUI, который занимает время. С экспортом нод разобрались, поставил резолюцию 4096 пикселей и формат, в котором я экспортирую, это PNG. Как правило, PNG работает хорошо и место занимает меньше, чем какой-нибудь EXR. Если у вас displacement получается кривой или там лесенкой, тогда можно будет взять формат с большей битностью. А так хватает и PNG. Нажимаем Start Build и ждем. В зависимости от количества нод и выбранного разрешения, ждать может быть достаточно долго. Я советую не задирать сильно разрешение. Во всех своих работах я не ставил размер карты выше 4К. Так как разница по времени между постройкой 4К текстуры и 8К очень большая. А на финальном рендере вы ее не увидите, так как будете все равно пересобирать материал. Скорее всего, даже 2К будет достаточно, с хорошим материалом и дополнительным дисплейсментом. Получаем набор файлов, которые уже будем закидывать в материал. А как мы это будем делать, я расскажу в следующем видео, которое, надеюсь, не придется так долго ждать. Напоминаю про лайки, подписки, а также залетайте ко мне в телеграм-канал и на другие мои социальные сети. Ссылки на это все добро, как обычно, будут в описании. Также в описании вы сможете найти ссылку на файл GUI этого проекта. Спасибо за просмотр и пока!